Петр Петрович — человек уже в преклонном возрасте, но с крепким духом, добрым сердцем и необыкновенным терпением. Именно благодаря этим качествам он смог приручить и научить самого удивительного кота, которого когда-либо видели жители Калининграда. Его пушистого друга зовут Лева. Но путь этого животного к спокойной и счастливой жизни оказался непростым и полон испытаний. История Левы началась далеко от Калининграда, в степях Монголии, среди суровой природы, ветров и просторов. Он родился в одной из юрт, где жила простая семья кочевников. У него было несколько братьев и сестер, такие же пушистые комочки, как он сам, но, увы, судьба уготовила им короткую жизнь. Хозяйка, поддавшись предрассудкам и усталости от хлопот, решила избавиться от потомства, оставив только одного, самого красивого и сильного котенка, чья шерстка переливалась на солнце золотистым оттенком, а глаза были необычного янтарного цвета. Это был Лева. Мать-кошка была потрясена утратой. Инстинкты, материнская любовь и страх за оставшегося котенка взяли верх. В ту же ночь она, прижав малыша к себе, выскользнула из юрты и убежала в степь. Так началась их скитальческая жизнь. Поначалу им было очень трудно. Без постоянного источника пищи, укрытия и заботы людей они выживали как могли. Мать учила Леву охоте, прятаться от хищников и не доверять людям. Несколько недель они бродили по пустынным дорогам, пока не вышли к одной из военных баз, расположенной на отдаленной территории. Здесь служил молодой солдат по имени Сергей, внук Петра Петровича. Он первым заметил необычную пару — исхудавшую кошку и ее котенка, которые осторожно наблюдали за солдатами из кустов. Сергей начал приносить им еду, оставляя кусочки мяса или хлеба неподалеку от их укрытия. Постепенно животные начали ему доверять, особенно котенок, любопытный, смышленый и подвижный. Он часто приходил поближе, позволял себя гладить и даже начинал мурлыкать. Сергей дал ему имя — Лева, в честь своего детского плюшевого льва, с которым не расставался в младенчестве. Когда срок службы Сергея подошел к концу, он принял решение забрать Леву с собой. Кошка-мать, видя заботу со стороны человека, будто бы одобрила этот выбор. Она, старая и уставшая, вскоре исчезла, как будто передала сына в надежные руки. Сергей привез кота в Калининград и подарил его своему дедушке, Петру Петровичу, который на тот момент уже несколько лет жил один. Его жена, с которой он прожил более 40 лет, умерла незадолго до этого. Старик тяжело переносил одиночество. Появление Левы стало для него настоящим подарком судьбы. Сначала кот вел себя осторожно, но вскоре привязался к новому хозяину. Петр Петрович нашел в нем не просто питомца, а настоящего друга. Он начал обучать Леву различным командам, как дрессировщик обучает собаку. Удивительно, но кот оказался невероятно способным и восприимчивым. Он понимал человеческую речь, выполнял команды сидеть, лежать, апорт, а также мог вставать на задние лапы, делать кувырки, перепрыгивать через кольцо и даже приносить тапки. Со временем их начали узнавать на улицах. Жители района, в котором жил Петр Петрович, приходили посмотреть на выступление Левы. Детям особенно нравилось, когда кот танцевал под музыку. Кружился, прыгал, махал лапами. Некоторые даже просили разрешения сфотографироваться с ним, и Петр Петрович, скромно улыбаясь, соглашался. Одной из самых трогательных деталей образа Левы стал его ошейник. Это был не простой аксессуар, а настоящая реликвия. Он был сделан из бус, которые раньше принадлежали жене Петра Петровича. За несколько дней до смерти она, чувствуя приближение конца, сказала мужу: «Петр, если со мной что-то случится, переделай мои любимые бусы в ошейник для того, кого ты полюбишь, как дитя.
Пусть он носит его и никогда не забывает меня. Петр Петрович сдержал обещание. Он аккуратно разобрал бусы и отнес их к ювелиру, который изготовил из них красивый ошейник с медальоном. На медальоне была гравировка «В память о любви, которая не умирает». С тех пор Лёва носит этот ошейник каждый день. Люди, увидев его, часто спрашивают, откуда он. Тогда Петр Петрович с легкой грустью рассказывает эту историю. Популярность Лёвы со временем вышла за пределы района, а затем и города. О нем написали в местной газете, потом сняли небольшой сюжет для телевидения. Видеоролики с его трюками стали набирать миллионы просмотров в интернете. Люди удивлялись, как можно научить обычного кота таким сложным действиям. Однажды Петру Петровичу позвонил мужчина из Москвы и предложил купить Леву. Сначала он предложил 200 тысяч рублей, потом поднял сумму до 500 тысяч, а в конце сказал: «А если я дам вам новенький внедорожник? Просто отдайте мне этого кота». На что Петр Петрович ответил твердо: «Лева для меня не просто кот. Он мой друг, мой спутник и напоминание о моей жене. Я бы не променял его ни на какие деньги, машины или богатство. Уважайте чувства других, молодой человек». С тех пор он еще больше оберегает Леву. У них есть своя рутина. Каждое утро они вместе гуляют в парке, потом завтракают. Кот предпочитает вареную курицу, а после этого Петр Петрович читает газету, а Лева лежит рядом, положив лапу на его ногу. Иногда они устраивают показательные выступления для местных детей, а иногда просто сидят в тишине, наслаждаясь обществом друг друга. Жители Калининграда давно привыкли к их тандему. Они стали местной легендой, символом верности, доброты и взаимопонимания между человеком и животным. А некоторые уверены, Лёва не просто кот, а душа, посланная старому мужчине судьбой, чтобы скрасить одиночество и подарить радость. И хотя Петр Петрович не любит громких слов, он иногда говорит соседям: «Знаете, пока рядом Лёва, мне не страшна ни старость, ни одиночество. Это просто невероятный кот. Или, может быть, ангел в обличье кота». Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!